Добрый день, дорогие друзья! Добро пожаловать на мой канал. И это гороскоп на неделю с 27 июля по 2 августа 2026 года. Друзья, присаживайтесь поудобнее, будем планировать эту очень насыщенную на астрономические события неделю. У нас здесь и ретроградный Сатурн, и кармические узлы меняют знаки, и полнолуние в Водолее. Ну и, естественно, сюда до кучи добавляются последствия ретроградного Меркурия, который закончил на прошлой неделе свое ретроградное движение, который сейчас находится в квадратуре с Сатурном, что не добавляет нам таких быстрых действий, решений, и мы будем слегка эмоционировать. Поэтому Солнце еще в соединении с Юпитером, когда нам хочется быть такими классными, яркими, мощными, выделиться, но при всем при этом Солнце в соединении с Юпитером находится во Льве и в точной оппозиции с Плутоном, когда нам для того, чтобы стать такими классными, как мы о себе думаем, нужна большая невероятная трансформация и как минимум умение держать большие глобальные события, новостные ленты и тому подобное, ну и двигаться вперед, развиваться на этом фоне. Поэтому неделя у нас непростая, одна из мощнейших в 2026 году, поэтому присаживайтесь поудобнее, будем ее планировать, и я подробненько сейчас расскажу, что же делать на каждом аспекте, в какой день для того, чтобы мы максимально справились со своими эмоциями и не упустили важнейшие возможности, которые у нас будут раскрываться в августе в коридоре затмения. Ну что, дорогие, готовы? Поехали! 27 июля 2026 года – это понедельник. И в ночь с воскресенья на понедельник у нас уходит в ретроградное движение Сатурн. Он будет в ретроградном движении до 10-11 декабря 2026 года. Две даты, все зависит от того, в какой части нашей планеты вы живете, в западной либо в восточной. Отсюда и две даты. И да, вот этот период ретроградного Сатурна очень хорошее время для того, чтобы завершать все свои финансовые вопросы, закрывать долги, ставить себе новые цели, брать новые должности, обязанности, открывать для себя новую работу. Но здесь все должно быть максимально приземленно. У кого-то это приобретение недвижимости и очень хорошая история для построения финансовой стабильности в жизнь. Так, например, хочу сказать, что если сейчас в июле кого-то трясет, то в августе и в сентябре очень хорошая история как раз-таки приобрести недвижимость, взять новую работу, подняться на новую ступеньку своего социального развития выше. Здесь не путем как раз таки нужно брать новые обязанности, ответственность, уметь решать, планировать, строить планы в долгу, как я всегда говорю, кем мы хотим стать, когда вырастем, да, что мы будем делать через год, 5-10 лет своей жизни, вообще как мы планируем свою старость. Это очень хорошо приземляет, возвращает в реальность. Так вот, дорогие, очень хороший момент до декабря реально разобраться в своей реальности. Как это можно сказать еще? И понимаете, это у нас так начинается новая неделя. 27 июля также в понедельник кармические узлы меняют знак и переходят с оси рыбы, девы, где они находились последние 1,5 года, на ось водолей, лев, где они проведут следующие чуть больше 1,5 года. И да, как же это будет влиять на нас, на всех? Ну, северный узел Водолея – это вообще история. Идти нужно в новое, раскрывать себя, строить вокруг себя связи, контакты. Собственно, про это я и говорю уже достаточное количество времени. Гороскоп на 2026 год для каждого знака зодиака у меня вообще, в принципе, уже про это. Да? Здесь, конечно, будьте аккуратны со своими отношениями, потому что вот эта иллюзия, которая сейчас образовалась, что где-то там у нас есть очередь из наших вторых половинок, что все готовы нас терпеть такими, какими мы есть, да, просто
так. Вот эту историю нужно понять. Иллюзия бесконечного выбора, нам ее так красиво показали и продали, что мы в нее все так поверили и перестали ценить человеческие отношения, любовь, дружбу. И здесь многие потеряли ответственность и стали забывать про свои обязанности. Так вот, про это. Будут меняться круги общения наши. Хотелось бы мне сказать, что мы все станем свободными. Не станем, дорогие. Мы с вами идем в мир больших таких достаточно дефицитов. И, естественно, если вы имеете трезвое представление, что происходит сейчас в мире, немножечко разбираетесь в истории, то понимаете, что к чему мы идем. Поэтому радужной картинки я здесь обещать не могу. Это было бы некрасиво с моей стороны. Но это было бы очень классно и популярно, и гороскопы бы мои продвигались бы быстрее. Но, тем не менее, давайте про реальный гороскоп, да. Поэтому здесь будет хорошо развиваться ближайшие 1,5 года тем, кто наконец-таки приземлится в реальность, которую имеет на самом-то деле. Будут меняться очень сильно, рушиться вот эти вот глобальные репутации, все успешные успехи посыпятся, и будут реальные результаты. В ближайшие 1,5 года множество масок сбросится, и многие люди начнут понимать. Поэтому, естественно, с этих эмоций у нас начнется новая неделя, и мы потихонечку будем в эту историю входить. Поэтому подключайте свои связи, контакты, знакомых, друзей. Но, тем не менее, не забывайте тех, с кем вы росли, поднимались, зарабатывали, становились в своей жизни. И да, понедельник, Луна в Козероге. Луна в Козероге в точной оппозиции с Меркурием, который уже не ретроградный, но Меркурий в точной квадратуре с Сатурном, который уже ретроградный. И здесь история, когда нам хочется решить множество своих вопросов, связанных с финансами, с долгами, в карьере, в работе, которая кого-то не устраивает. И здесь нужно понимать, почему. Еще раз говорю, иллюзия бесконечного выбора в работе, в отношениях, в любви, в чем угодно. Сейчас у многих вот такую красивую картинку на глаза надевают и живут с этим. Сложно будет в понедельник чем, что день эмоциональный. Луна еще находится в квадратуре с Нептуном, который дает иллюзорность нашего восприятия, когда мы хотим увидеть не то, что есть на самом деле. И квадратура к Сатурну, когда будут очень сложно решаться какие-то дела, связанные с работой, решить все быстро, одним днем, здесь уволиться, здесь устроиться. Опять же, у каждого есть свои показатели в натальной карте, у всех разные транзиты. И действительно есть люди, которым сейчас нужно таки менять работу, карьеру, и кто к этому долго шел. Это нормальная история. Но здесь тоже нужно понимать, те общие транзиты, которые есть сейчас, быстро в понедельник не получится ничего. Только нагрубить, нахамить, испортить репутацию. Это получится быстро. Понедельник день не быстрый, не простой, эмоциональный. Поэтому если у вас какие-то сделки мощные, что-то такое очень важное, постарайтесь это отложить на вторник. Во вторник, либо на вторую половину понедельника, уже прям к вечеру, для того, чтобы что-то решить, подписать. Там уже распадается квадратура Луны с Нептуном, то есть уходят эмоции. Но, тем не менее, момент сложности никуда не уходит. То есть, если вы хотите сделать что-то очень такое красивое, классное, оно будет в понедельник идти медленно. Поэтому если у вас какой-то договор подписания, вы к этому долго шли, это вполне закономерность и такое медленное решение вопроса. 28 июля, вторник, Луна по-прежнему в знаке Козерог, еще в оппозиции с Меркурием, в расходящейся квадратуре с Сатурном, но, тем не менее, уже есть гармоничный аспект с Венерой, поэтому здесь решение финансовых вопросов будут происходить гораздо лучше. Еще здесь есть вопрос на этой неделе. У нас всю неделю Венера
в точной квадратуре с Марсом. Когда в отношениях хочется выйти в закат, бросить все, уйти от ответственности, ничего не решать, в финансах быстренько где-нибудь так вот потратить, и будет казаться, что мы же это быстренько сейчас вот заработаем. Будьте аккуратны тоже эту неделю, она в принципе эмоциональна. Будьте аккуратны с тем, что вы тратите. И вот здесь во вторник хорошая история для вложений. Например, костюм себе купить. Нужный, важный, который вы давно хотели купить, и он вам необходим, да, для работы, для договоренностей каких-то. То есть важные, нужные покупки для своей жизни, например, потому что Венера связана еще с нашим внешним видом, для того, чтобы как-то влиять своим внешним видом, особенно если Венера у вас сильная планета, если вы хотите произвести на себя впечатление, вторник хороший день для того, чтобы в себе что-то менять. Но опять же, здесь будьте аккуратны с какими-нибудь процедурами, которые будут связаны с хирургическим вмешательством, потому что Венера в квадратуре с Марсом. А здесь хирургические вмешательства, такие очень сложные, будут давать очень медленное выздоровление. Вот такая история. Идем дальше. 29 июля. И все эмоции, накопленные у нас с июня и июля, вот здесь дадут такой взрыв. Почему? 29 июля, среда, полнолуние. И это полнолуние в Водолее, когда мы готовы рвать, метать, доказывать свое. Луна в точном соединении с Плутоном, то есть вот прям они максимально соединены. Солнце в максимальном соединении с Юпитером. На фоне этого, конечно же, сложилось множество гармоничных аспектов Урана, Нептуна. То есть, но основная связка – это точная квадратура Венеры с Марсом, когда мы готовы рвать связи и забывать о приземленности, о своих планах, о своем честолюбии, да, то есть нам захочется, потому что Марс сильнее Венеры, это объективно, да, а везде захочется вот так вот все одним днем перечеркнуть. И, внимание, Луна в соединении с Плутоном – это аспект выжить любой ценой, эволюционировать, лишь бы только выжить, и не важны последствия результата. В точной оппозиции Солнца в соединении с Юпитером. Это еще находится все во Льве. То есть это по факту гигантский мощный аспект непризнанного гения. Ребенка, которого в детстве не любили, не благодарили, не говорили слова счастья, я тебя люблю, ты молодец, какой ты классный. И вот если сейчас вы смотрите этот гороскоп и понимаете, что вы множество действий в своей жизни делаете сейчас для того, чтобы где-то кому-то доказать, чтобы вас кто-то похвалил, сделать что-то такое, чтобы вас наконец заметили. Здесь нужно уловить, для чего вы это делаете. Потому что если это родом из детства, это, как правило, всегда оттуда, детство, подростковая история, потом становление нашей личности. И, как правило, таких умных, классных, тех, кто достигает, достигаторов, да, их по факту в жизни мало хвалят. Для чего? Потому что если им сразу сказать, что какой ты классный молодец, ты расслабишься и ничего делать не будет. Так вот здесь было бы очень хорошо найти вот этот момент своего расслабления, похвалить себя честно до того момента, когда своими руками будет сделано непоправимо. Очень хороший день для того, чтобы на таких спокойных эмоциях запускать какой-то большой проект, какое-то большое классное дело, делать покупку в свою жизнь, например, приобретение там, недвижимости, да, приобретение автомобиля, какая-то новая техника. Хороший момент для того, чтобы там, подписать документы, например, переезд, иммиграцию, как-то качественно улучшить свою жизнь. Здесь очень множество возможностей в этот день, но, к сожалению, у большинства будет момент что-то сделать, потому что есть большая гигантская внутренняя неудовлетворенность, неполучение вот этой той самой похвалы. И здесь может быть непоправимый уход с работы, сказать, мне надоели эти отношения, они финансовые, они про любовь, они про всю жизнь могут быть, и здесь может быть такой достаточно взрывной момент от усталости непризнанного гения. Поэтому здесь, дорогие
Очень хороший день для того, чтобы начинать какие-то большие, мощные, интересные, классные проекты, договариваться, идти очень медленно в новую историю, стабильно. Но опять же, день предполагает гигантский всплеск энергии, когда хочется наоборот ради своей свободы, выгоды, власти, почести, наоборот стать кем-то очень властным, чтобы решать жизни. Здесь, естественно, каждый делает этот выбор сам, но не натворите тех дел, за которые потом будет сложно себя любить через какой-то период времени, потому что у нас в августе следует коридор затмений, который обнажит очень много наших действий. Идем далее. Четверг, 30 июля, Луна по-прежнему в знаке Водолей, но Луна гармонична. Гармоничный аспект с Сатурном, хоть он и ретроградный, гармоничный аспект с Марсом. Здесь очень хороши такие большие вопросы, связанные с логистикой, перемещением, онлайн большие проекты, развитие инженерных историй. То есть очень хорошо работать мозгами, головой. То есть все непризнанные гении, вот было бы хорошо, чтобы 29-го в среду выдохнули и в четверг взялись за как раз-таки развитие своего интеллекта для того, чтобы пойти устраиваться, например, на ту работу, которая реально вас будет развивать. Не для того, чтобы пустить пыль в глаза и вот эту историю, которую я недавно рассказывала, подчеркнуть, да. Здесь очень хорошая, продуктивная история в четверг, браться за те интеллектуальные дела, которые нужно, договариваться, новые связи, контакты. Но это должно быть все честно, красиво, на ответственности. Потрясающий аспект у Луны с Сатурном, он гармоничный. То есть все, что связано с продуктивным развитием личности, то есть строить планы, начать заниматься спортом, выстраивать режим дня, графика, под это выстраивать свою работу в онлайн. От меня ждите к четвергу кармические гороскопы. Смотрю сама потрясающий день. С четверга будут кармические гороскопы для каждого знака зодиака, чтобы как раз вам было что посмотреть на выходные. И да, дорогие, постарайтесь здесь делать очень многое для себя, встретитесь с друзьями, нетворкинг, посетить выставку, конференцию, очень хороший для этого день. Опять же, и следом за ним идет пятница, 31 июля. Луна в первой половине дня в знаке Водолей, но в соединении с северным кармическим узлом, еще гармоничный аспект с Марсом и напряженный аспект с Ураном. Здесь нужно понимать, чтобы эмоции не уходили никуда в закат, потому что Уран – это аспект разрушительный, если вы не делаете ничего такого гениального, включенного в свою жизнь, в развитие. Здесь можно, конечно же, не выдержать, либо лениться, либо сказать «ничего не хочу». Постарайтесь здесь немножечко отдохнуть, по крайней мере, во второй половине дня Луна уже перейдет в знак Рыбы, и здесь будет как раз-таки такая прям история внутренняя. Кто-то начнет страдать, переживать, что вот как-то у меня не получается все быстро, захочется быстрых таких хайповых результатов. Будьте аккуратны с этими эмоциями, настроениями, подумайте о глобальном. Очень хорошая вторая половина дня пятница. Это как раз-таки не уходить в эмоции, в иллюзии, в алкоголь, в разврат, хочется тоже сказать, да, потому что есть такая история, особенно Луна в рыбах, это различные крайности нашей неудовлетворенности, эмоциональной прежде всего, и у каждого здесь зависимости абсолютно разные. У кого-то чрезмерные вкусняшки, у кого-то это алкоголь, у кого-то это сексуальные истории, плюсом еще Луна в точной квадратуре с Ураном. То есть это прям таки выйти из всех ответственностей, обязанностей, уйти в такую свободу, в анархию. Здесь будьте аккуратны, подумайте о глобальном, потому что есть гармоничные кармические аспекты в этот день Луны с Нептуном и с Плутоном. Когда мы думаем о глобальном, мы расширяем картинку, мы не уходим в свои проблемы вот так вот очень сильно, поэтому будьте здесь очень аккуратными со своими эмоциями. Это вторая половина дня пятницы. Суббота. Суббота, 1 августа. Луна у нас по-прежнему в знаке Рыбы.
аспект с Марсом напряженный, когда у нас агрессия так накопилась, но тем не менее постарайтесь разговаривать, потому что Луна будет в гармоничном аспекте с Меркурием. Встретитесь с друзьями, с людьми, которые вас понимают, с близкими людьми, кто может вас выслушать, потому что здесь аспект нужно разговаривать. В субботу нужно разговаривать. Съездите на какие-нибудь мероприятия активности вместе с людьми, которые вас поддерживают, да, какие-нибудь прогулки, прокатитесь на велосипеде, проветритесь, отдохните, но не уходите в эмоциональную историю. Так, в принципе, хороший день для каких-то культурных мероприятий, творческих, посещений концертов, выставок. Вторая половина дня пятницы и суббота сюда же, потому что когда Луна в рыбах, то есть здесь нужна какая-то вот такая история эмоционального чувствования. Но не уходите в минусовые качества. 2 августа, первую половину, да нет, весь день Луна будет у нас находиться еще в знаке рыбы и только поздно ночью перейдет в знак Овна, и последние часы вечера Луна будет в соединении с Нептуном. Эмоциональная такая достаточная история, но о чем хочу сказать, здесь нужно строить свой глобальный план, уже хочу сказать на август, посмотрите гороскопы, посмотрите, что вы будете делать, не уходите в иллюзии, потому что здесь можно уйти такую в иллюзорную историю, и Луна у нас по-прежнему в оппозиции с Венерой, будет вторая половина дня воскресенья, поэтому не ругайтесь, не спорьте с женщинами, не уходите в какие-то сложные, тяжелые отношения. Плюс Луна же еще у нас в квадратуре с Марсом, когда есть история того, что мы агрессивные, можем ругаться как с мужчинами, так и с женщинами, эмоционировать, потому что Луна в соединении с Нептуном. Уходите от этой истории, при всем при этом у Луны гармоничные аспекты с Плутоном и с Ураном. То есть здесь нужно смотреть шире, глобальнее. То есть из таких бытовых историй недоговоренности уходите в масштаб и фокусируйтесь там. Что вы будете делать на следующей неделе, что вы будете делать в августе, что вы будете делать в сентябре, как вы будете закрывать календарный 2026 год по финансам, по возможностям, по работе, что будет с вашим будущим, какой объем энергии, возможностей, мощности вам нужно взять, потому что понедельник, 3 августа, день невероятно классный и потрясающий, в который нужно будет сделать очень много потрясающе, невероятно гармоничные аспекты у Луны. Если не уходить в эмоции, в иллюзии, все делать трезво, здраво, то неделя с 3 августа будет очень хороший. Ну что, дорогие, вот такой гороскоп на эту неделю. Главное здесь не уплыть в иллюзиях, главное здесь не уйти на своих эмоциях и агрессии, снять с себя шапку все знайки и посмотреть, что же все-таки мы хотим делать со своей жизнью. Неделя идеально подходит для того, чтобы натворить дела, за которые будем весь август и сентябрь расплачиваться. Зачем нам это нужно? Приземляемся, приземляемся и честно смотрим, а для чего нам все то, что приходит в нашу жизнь. Может быть, потому что идем на поводу своих иллюзий и не видим картинку, как она есть на самом деле. Очень хорошие возможности для того, чтобы начинать большие мощные дела, несмотря на то, что неделя после, она идет на убывающем лунном цикле, но глядя по тому, какие сейчас события происходят и накал, то есть уменьшение вот этих эмоций будет даже очень кстати. Поэтому я желаю вам продуктивной и приземленной недели. Будьте ответственны за свой выбор. Ну и спасибо, что досмотрели это видео до конца. Я желаю вам потрясающей недели и увидимся с вами в следующем ролике. Пока-пока.